10 апреля 2020 года игрок под ником Bo верифицирует сложнейший из пройденных на тот момент уровней VSC. Игрок, взявшийся из ниоткуда, потративший больше 350 тысяч попыток в никуда, внезапно для всех стал новой иконой всего культа сложности. На тот момент он прошел уровень, с которым даже близко ничего не могло конкурировать по сложности. Из известных суперпроектов того времени люди знали лишь какой-нибудь Orochi, который был показателем нового испытания. Но здесь из ниоткуда появилась безумие с самым чудовищным концентратом сложности, длящиеся всего 16 секунд и уничтожившие все, что когда-либо создавали ранее. Это было слишком неожиданно, и многих его внезапность ввела в сомнение, а все ли так чисто на самом деле? В этом видео я расскажу настоящую историю самого сложного челленджа в Geometry Dash под названием Very Saba Challenge. Это самый культовый проект современности, который в один момент стал самым сложным в игре, обгоняя даже топовые по сложности демоны. Его история очень специфическая, пропитанная ложью, безумием и безрассудством. Мы затронем мотивы частых странностей вокруг этого уровня и узнаем, а зачем он вообще был нужен. Приветствую всех, с вами я Котовский. Пожалуйста, подпишитесь на канал, я стремлюсь к 100 тысячам до Нового года, а мы приступаем. Знакомьтесь, это Bo. Он начал свою карьеру в 2018 году и сразу стал проходить самые сложные челленджи того времени. Его бэкграунд неизвестен никому, неизвестно сколько он играл до этого, кем он был и к чему пришел, но будто специально с самого начала его новой карьеры знал, что он будет лучшим. А чтобы закрепить образ лучшего, нужно сделать то, чего никогда не видели ранее. Наша история начинается летом 2018 года. Тогда концепция коротких, но очень сложных уровней мало кого привлекала, ведь не имела в себе веса и значимости. На тот момент сложнейшими челленджами были The Accra Challenge, Wave, взятый из Silent Acropolis, и Gale All 4, со схожим геймплеем из Sakopan Hell. Их сложность концентрировалась лишь в некоторых кликах, а сами они не были пределом того, что могли пройти на тот момент. В челленджах образовался невиданный ранее вакуум между всеми позициями сложности, которые можно было обернуть в свою пользу. Узрев это, Bo понял, что это его шанс закрепиться в этой нише и стать доминатором всего челлендж-комьюнити. Для этого ему необходимо было занять большинство из позиций топа, что было легким занятием, ведь это можно было обыграть от вакуума сложности, просто заняв все между. Bo мало того, что побеждал уже созданные челленджи, но и брал на верификацию и создавал новые. Такой стратегией придерживался Нейрон в этом периоде времени. И если на Нейроне все поставили крест с самого начала, и он стал существовать лишь в своем каком-то вакууме, то Bo это не грозило. Он был никому неизвестным игроком, на которого смотрели, пускай и косо, но сквозь пальцы, что давало возможность для маневров, главным из которых должен быть покорением первой позиции в топе. VSC задумывался как уровень, который своей массой затмит все, что когда-либо выходило ранее. Он был игрушкой в руках Bo, которую он вертел так, как этого хотел сам. Первая версия уровня уже далеко отрывалась от первой позиции. Bo потратил на нее около 20 тысяч попыток. Его детище безоговорочно считалось сложнейшим, пока его умысел не пошатнул другой, готовящийся челлендж Gale All 5. Он был длиннее VSC на несколько секунд, и пускай имел меньше кликов, но почти полностью состоял из фреймперфектов, из-за чего считался просто невозможным. Несмотря на именитость Gale All серии, судьба этого уровня еще не была ясна, но все равно Bo это совершенно не устраивало. И несмотря на то, что его челлендж уже был достаточно сложным и противным для игры, он начинает доводить его до более безумного состояния. На новой бафнутой версии он делает прогресс в 49-100%, но его превосходство все еще никто не признает. Между ним и участниками сервера происходит спор, и по итогу никто не верит ни в сложность уровня, ни в Bo самого, и это его неплохо так задевает. Увы, ни одного видео с того времени не сохранилось, однако остались некоторые описания изменений геймплея, одни из которых были крайне интересными. Несмотря на то, что уровень действительно был усложнен во многих местах, пара сегментов все же были упрощены. И это были первый клик и спам.
Но зачем это было нужно? Видите ли, Бо был очень осторожен с VSC. Новый, потенциально сложнейший проект мог привлечь много ненужного внимания к действительно странным вещам в его верификации. Бо проводил стримы, но постоянно их удалял, хотя на первых версиях уровня мог как-то сопротивляться. На одном из этих стримов он ставит 41% в сентябре 2018 года. Этот рекорд почти сразу был выложен на канал, но после удален вместе с другими прогрессами. И такое будет происходить довольно часто, но все же верификация продолжала идти. В октябре Бо продвигается к 54, а после к 57%, имея около 70 тысяч попыток на уровне. Прошло несколько месяцев с момента начала истории, а Бо вновь отстает от тенденции. К тому моменту появились новые претенденты на топ-1 позицию. Так, например, многообещающий Cathedral of Chaos, большой мегаколлаб, который будет верифицирован одним из лучших челлендж-плееров того времени, Эквиноксом. Бо буквально все дышали в спину, и чтобы окончательно не пасть, ему необходимо прыгнуть еще выше. Бафы VSC стали финальным шагом к безумству Бо. Он поставил на кон всю его карьеру, прокламируя, что этот уровень будет сложнейшим из человечески возможных. В новых обновлениях VSC стал гораздо темнее и сложнее. Бо добавлял препятствия буквально посередине кликов, чтобы сделать паттерны еще более невыносимыми. Удивительно то, что бафы в уровне делались поэтапно, из-за чего некоторые клики были доведены до просто смехотворной сложности, но все равно никто не верил в него. Ему крайне не нравились обсуждения о сложности уровней, ведь в них всегда поднималось нечто более сложное и обсуждаемое, чем его творение. Он будто бы кричал, привлекая внимание, мол, посмотрите, мой VSC лучший, но его никто не слушал. В частые конфронтации с Бо вступал другой, известный челлендж того времени — Honor. Honor был главным оппозитом и соперником Бо. Он всегда шел с ним вровень по пройденным челленджам, и пускай не имел за собой такого амбициозного проекта, был все равно знаковой фигурой в комьюнити. Он же зачастую подливал масло в огонь нестабильной психике Бо, провоцируя его на агрессию и ревизию своих убеждений. Он же и толкал Бо к новым бафам уровня, чтобы наконец сломать его. Перебирая тысячи сообщений из старого сервера челлендж-листа, я понял, что Бо буквально намеренно вели на край пропасти, куда он так стремился упасть. Для него значимость его персоны и творений были на первом месте, что часто высмеивалось и вело к неотвратимым последствиям. И о черт, в один момент даже Штирлиц не был так близок к провалу. Почему нет в открытом доступе ни одного стрима или прогресса на VSC или Сакубенхеле? Хотя в то же время мы часто видим в чате, мол, вау, я поставил 39100 на Сакубенхеле. Ха, неважно, уже 29100. Хотя на стриме он не может дойти хотя бы до 29%. Я имею в виду, что стримы-то были, но теперь они скрыты или удалены. То же самое с записями прогрессов. Да, Бо недавно стримил, но он не достиг никакого прогресса на VSC, потому что постоянно отвлекался на Сакубенхел и даже на нем не смог ничего сделать. Мне просто интересно, зачем тебе удалять свои прогрессы и стримы, которые длятся по 1,5 часа и на которых нет ничего? Если ты перебафал VSC, это не значит, что ты добился чего-то хорошего, ибо ты просто не можешь ничего сделать. О, я понял, что говорил Бо. VSC будет сложнее, чем все остальное, что можно назвать человечески возможным. Но в то же время он не понимал, что доводя свой уровень до состояния сложнейшего человечески возможного, буквально означает закончить свою карьеру как you fucking what made. Он, похоже, переоценил себя. Просто бафа и левела все больше и больше не означает, что вы станете лучше на них с такой же скоростью, с которой вы их бафаете. VSC — это главное дело Бо. Самое важное и самое значимое. По логике вещей он должен заставить людей думать о его челлендже. Он должен дать понять людям, что VSC самый сложный челлендж из возможных, из-за чего он очень заботится о сложности. Я просто не понимаю, почему он просто стер все свои лучшие видео и стримы про его самое лучшее творение. Напряжение вокруг уровня росло, как и количество следящих за его судьбой игроков. После этих сообщений Бо залег ненадолго на дно, после чего все возобновилось вновь. Вновь новые рекорды без записи, стримы без доступа и безрассудства. В конце октября Бо ставит 58%, а в январе делает 35-100 на новой ультрасложной версии.
Лишь пройдя такой путь, Бо начинает задумываться о том, что он сделал. VC стал казаться ему несуразно тупым. В состоянии, до которого он довел уровень, ему не поддавались даже спамы, которые и были его основой. Бо признавался, что на нынешней форме уровня он не смог сделать ничего. Он играл по 1000 попыток в день, но не мог добиться хоть какого-то консистента на частях и тратил время впустую. VC наконец сломал его. Шли месяцы, попытки перевалили за 100 тысяч, и несмотря на потраченные силы, верификация уверенно скатывалась в проигрыш. Параллельно с VC, Бо создавал еще один проект под названием The Golden, который должен был верифицироваться им же, но обстановка с VC дала понять ему, что он забрался слишком высоко и сорвался. 17 ноября Бо уходит из Geometry Dash, оставляя свои уровни Skyjixу и Электро. Его амбиции тлели все эти месяцы и догорели окончательно. И если The Golden нашел свои руки, то VC остался потерянным. Бо очень не хотел, чтобы уровень умирал. Бо относился к нему не как к уровню, а как к другу, воображаемому другу, из-за которого он все потерял, и которому лучше просто дать умереть, пускай и оставив его конечный вид. Все равно это никто не сможет пройти. Однако время вносило свои коррективы. Прошло много времени с того, как дебют VC потряс всю историю игры. Много старых игроков наращивали скилл, много новых пытались проявить себя, и VC перестал казаться нереальным. В начале 2020 года игрок Кьюбери сделал практик-ран на уровне за 143 попытки, что на тот момент казалось потрясающим результатом. Настолько потрясающим, что сотрясло иллюзии. Некоторые стали привыкать к геймплею, выучивать спамы и вообще более уверенно чувствовать себя на уровне. Люди стали верить в себя, хоть и допуская огромные затраты усилий. И тот, кто готов поставить на кон свое время, сможет стать победителем. Свои силы решил попробовать Айден, ранее известный своим чудовищным азерфлеером. Вот у кого, а у Айдена времени было достаточно. В январе 2020 года он сделал 61-100% на 240 FPS. Общее повышение количества кадров способствовало новым рекордам. В то время Кьюбери и Электро принялись за прохождение, и на фоне возрождения проекта из тени наконец вернулся он. 29 января Бо ставит 49-100% на еще более супер бафнутой версии VC. Его количество попыток перевалило за 200 тысяч, и, что интересно, это единственный оставшийся прогресс на канале. Значит, неужели он сделан честно, в отличие от многих других? 18 февраля Бо достигает 47% и делает прогресс в 2588 дважды. Следующий день 66%, через неделю 25-100, имея 250 тысяч попыток. В то время в верификацию вновь впрягается Айден, который ранее за 30 тысяч попыток сделал 61-100. По его мнению, VC гораздо сложнее его азерфлеера, который также считался невозможным уровнем. В этот момент началась золотая эра VC, ведь именно сейчас, как никогда ранее, был настоящий шанс на его прохождение. Но не все так просто, как могло быть. Если вы заметили, в ролике я сильно акцентирую внимание на создателе уровня – Бо, а конкретно на его психологии и поведении. Это очень важный момент всей истории VC и других его проектов, ведь все его уровни стали результатом его неустойчивости. VC и The Golden задумывались как сложнейшие проекты, и он всеми силами хотел обратить на себя внимание благодаря им. И когда он не получал его должное количество, то всеми силами пытался его привлечь. Бафы VC также были результатом желания заявить о себе. Бо сильно надрывался над своими проектами. Он понимал, что не добьется успеха, но верил, что рано или поздно он займет свое место под солнцем. Однако тучи сгущались. В этот момент The Golden был передан на верификацию Ensfish. Лишь Бо и Ensfish имели доступ к уровню, который захотел получить игрок Бриз. Бриз создавал поддельные прохождения уровней либо ради веселья, либо ради монетизации, фиг знает. Его прохождения набирали большие просмотры, и ему было выгодно получить копию The Golden в своих целях. За этим он обратился к Ensfish, который дал ее в руки. Бо был против передачи уровня другим лицам, отчего сильно сгорел на него. Бриз не стал долго думать и сделал 25-минутное разоблачение на Бо с призывом унижения. Что было в разоблачении, увы, неизвестно, ибо видео давно
было удалено, однако эффект на нездоровую психику человека оно нанесло колоссальный. Начиная от массового буллинга от его аудитории, заканчивая жестким селф-хармом, фотографии которого я не могу показать. Это была цена конфликта, причем конфликта очень запутанного, в котором до сих пор нет единого мнения. Давал ли сам Бо разрешение на передачу копии, или она была использована против его воли, не знает никто, ибо они оба управляли массами, сталкивая друг с другом и смешивая угрозы, отводя взор от реальности. Эта ситуация нанесла существенный урон ментальному здоровью Бо. Но как бы плохо все не было, его история будто бы должна была прийти к этой точке. Люди, которые пускай и были негативны к нему, имели правильное мнение касательно его действий. В комментариях под разоблачением один из пользователей, пускай и грубо, но высказался касательно деятельности Бо. Бо гораздо хуже. Он эгоистичный подонок, который хочет быть в центре внимания. Он без раздумий может загубить канал другого человека. Он сказал Энсвишу, чтобы тот нерфнул The Golden, потому что не хотел, чтобы Энсвиш затмил его. Этот мелкий пиздюк должен покинуть комьюнити навсегда. Но Бо было уже не остановить. И несмотря на то, что скандал заставил его лечь на дно вновь, за кадром прямо в этот момент готовилось то, что изменит историю. 10 апреля Бо верифицирует VSC за 334 тысячи попыток. Самый сложный уровень в Geometry Dash был пройден. Бо разыграл свою главную карту. Он с истинной гордостью заявил всем, что самое большое достижение в этой игре — челлендж, доведенный до абсолютного предела человеческих возможностей, пройден им. Комьюнити восприняло это с истинным восторгом. Многие стали думать о том, может ли VSC получить оценку, ведь он подходит под стандарты качества того времени, пускай и длится 16 секунд. Декорации в уровне были хорошими и узнавающимися. Они были сделаны игроком Вум во время одного из апдейтов, и он сам строил декорации с заделом на возможную оценку. Никогда в истории еще не было того момента, когда челленджи перегнали по сложности демоны, и это привлекало огромное внимание, которое так жаждал Бо, и настороженность, которой он боялся. Внезапно в комьюнити стал идти слух о хаке VSC. Уж больно подозрительно Бо подчищал прошлые рекорды, да и слишком внезапно все произошло. Некоторые писали, что хакнуть 16-секундный челлендж несложно, что не доказывает вину Бо, однако наводит на некоторые мысли. 4 мая Эрили выпускает экспоуз на Бо, где разбирает внезапность его появления, а также выдвигает теорию о том, что VSC был создан в аккурат макросу ГД-бота, ибо все препятствия в нем не были построены по сетке, и вообще у Бо слишком мало доказательств честности прохождения. Многие раскритиковали это разоблачение, ибо в большей сфере оно было сделано безосновательно, однако в этот момент люди стали вспоминать старое разоблачение от Breeze, где помимо унижений выдвигались теории о использовании ноуклипа, что объясняет то, почему все рекорды и стримы удалялись в течение короткого времени. Но клип спалить было слишком легко. 6 и 9 мая Эрили выпускает новые части разоблачения, в которых он показывает переписку с Бо. Из нее видно, что Бо всеми силами пытается отвертеться от доказательств, умалчивает и игнорирует вопросы. На Proof стриме, который был днем ранее, он почти не заходил в VSC, а на просьбу сделать это от других им незамедлительно прилетал бан в чате. Впоследствии у Бо были найдены другие улики, так например ГД-бот в панели задач и пропущенные клики в некоторых его прохождениях. На просьбу отправить оригинальные или полные записи хоть какого-то прохождения, он ответил, что удалил их все в порыве шока после прохождения VSC. То есть буквально все, даже корзину в порыве шока почистил. В процессе разоблачения Бо грозится кидать страйки всем, кто посмеет его оклеветать, и называет русских тупыми. В этот же период он выпускает провокационный пост с призывом попробовать разоблачить его и найти хоть какие-то доказательства нечестной игры. Он буквально назвал это экстрим-челленджем, взяв людей на понт. 10 мая пользователь Corpse Grinder выкладывает свое разоблачение на Бо, где находит у него непостоянство в задержке кликов, что доказывает их фейковость. Сама проверка, конечно, была сделана неправильно, ибо обозревалось скачанное видео с YouTube, пережатое много раз, но все равно это дало толчок к пересмотру легитимности. Тенденция обвинений скатывалась как снежный ком, который уже невозможно было остановить. Бо додавили окончательно. 11 мая Бо признается в нелегитном прохождении VSC, говоря, что он использовал NoSpike Hack, который в разы упрощает уровень. Он заявил, что лучшим рекордом на уровне был 65%. Бо понимал, что не сможет пройти уровень в его нынешнем состоянии, поэтому пошел на обман. В
Впоследствии в его прохождении нашли Инуклип, отчего доверие к нему упало окончательно. Он не смог справиться с собой, он сломался, а точнее сломал самого себя. Но теперь, когда о уровне узнало все комьюнити, когда его теоретическая возможность подтверждена и левел все еще находится в состоянии сложнейшего в игре, можно лишь только представить, как ярко зажглись глаза игроков, которые жаждут забраться на самый верх и готовы это сделать. Новая история VC только начинается. Через нее пройдут десятки игроков, миллионы попыток, множество предательств и невероятная конкуренция, которая покажет, кто достоин встать на вершину.